Всем доброго вечера. Очередная порция шока для вас. Поскольку моя жизнь была очень насыщенной на очень непростые, невеселые события, я время от времени рассказываю вам для того, чтобы молодые люди, девушки в основном, ну и мужчины тоже, мальчики тоже, почему бы нет. Они тоже совершают ошибки по молодости. Чтобы вы все, ребята, были очень осторожны, даже когда дело касается тех людей, которых вы знаете много лет, и вам кажется, что от них никакой опасности не исходит. Я своего сына всегда учила. Переходишь дорогу перед высокой большой машиной, КамАЗом, например. Когда будешь переходить дорогу, обязательно помаши рукой водителю и перейди только в тот момент, когда он тебя увидел. Когда ваши глаза встретились, и он понял, что ты переходишь перед его огромной машиной, потому что это мертвая зона называется. Там водитель не видит. Очень часто бабки срываются и бегут перед автобусом или КамАЗом. Думаю, сейчас быстро перебегу. Они не соображают, что водитель их не видит. Он очень высоко сидит там, в своей кабине. Это все равно, как перед БелАЗом быстренько пройтись. Он тебя не увидит. И такие случаи заканчиваются смертью. Всегда. Почему я так была осторожна и так учила своего ребенка? Я включала, показывала ему, как происходят ломки, как человек умирает от этой гадости, как себя ведут эти соленутые. Ему было неприятно. Я хотела, чтобы он видел, как они блюют, как они зеленые, как они ловят звезд, как они изгибаются, голые выбегают. Я не прятала от него этот мир. Я не хотела, чтобы он ходил в розовых очках. Он должен это все видеть. Чтобы, если вдруг кто-нибудь ему это предложит и скажет, что ничего такого тут нет, чтобы перед его глазами вот это все пробежало. И всегда предупреждала и его, и племянницу. Будьте бдительны. Была такая семейка недочеловеков, где старая бабушка просила детей помочь донести сумки. Они вместе с сыном потом ели, варили этих детей. Поэтому, если бабушка вам говорит донести до дома, доброе дело, конечно, нужно делать. Но лучше иногда быть осторожным. Донесите до подъезда и попросите взрослого человека там помочь вам. По крайней мере, это вас подстрахует. Ночью никогда не бегите на крик, если слышите, что там что-то происходит, потому что вы можете не суметь отбить человека, если там толпа, и вас еще прибьют. И в то же самое время это может быть специально вот вас заманивают. Позвоните в полицию. Я много раз так звонила, когда с окон смотрела, видела там еще в Волгограде жила и в Волжском, когда возле моих окон били женщину. Я позвонила, конечно, полиция приехала, и это ее спасло, 100%. Много таких случаев. Не рассчитывала на свои силы, видела, что не смогу. Но обязательно звонила, они обязаны, должны приехать. Ты так можешь спасти жизнь. Не будь безразличным. Много раз мы с подругами спасали и отбивали девочек. Один раз возле метро в Москве смотрю, там парень тянет ее за руку, значит,
трепет куртку. И она: отстань от меня, отпусти. И мы подходим: молодой человек, что происходит? Он: отойдите, не ваше дело. Я говорю: нет, мое дело. Я вижу, что вы кидаетесь на девушку. Он: это моя жена. И она там: девчонки, помогите, пожалуйста. Я от него с ребенком убежала, и он меня преследует. Он не должен знать, где я нахожусь. Мы его схватили вдвоем и держим. И она вырвалась и убежала вниз. Крикнула спасибо и убежала. Он вырывался. Мы нечеловеческими этими усилиями его держали. И он, наверное, минуты 3 мы его так продержали. Потом он нас раскидал и убежал. Но он навряд ли бы ее догнал. Она уже уехала. Иногда в жизни бывает ситуации, когда ты рискуешь. Выхода нет, надо помочь. Один раз хулиганы стоят, там девочка молодая. Я вышла из такси, иду домой. Уже поздно, ближе к 12 ночи. И они стоят с ней, разговаривают ее, значит, что там говорят. И видно, что она пытается вырваться, боится. И они очень хулиганистые. Я подошла такая, схватила ее за шкирку. Я говорю: Настя, я тебя долго буду искать. Скотина такая. Я говорю: вся семья тебя ищет. Вон папа с братом сейчас вон возле магазина там только что прошли. Сейчас подойдут сюда. И я ее потащила за куртку, за собой. И она покорно, как теленок, побежала за мной. Эти стоят. Мои слова, что брат и отец вон там идут сейчас, это немного их напугало. И мы быстро прошли за магазин. Я ее забрала к себе. Я говорю: пошли, зайди пока в подъезд. Потом оттуда позвонили, еще не было мобильных. Спустились внизу через час с чем-то. Мы позвонили, ее родные приехали, забрали ее. Обычная студентка. Куда-то погуляла с друзьями по дискотеке, они уехали, кинули ее там. И вот она одна шла, и вот эта компания хулиганов. Мне кажется, если бы я там не прошлась просто, случилось бы нечто нехорошее. И всю жизнь передо мной вот так вот пробегали такие случаи, такие моменты, когда я вмешивалась и помогала. Сидела летом в кафе в Волгограде. Такая уставшая, после экзамена сижу, кофе взяла и что там, какие-то заметки делаю. Это мое любимое дело. Сидеть, обязательно заметки делать. Кстати, с заметками связан очень интересный случай. Напротив политехника было летнее кафе студенческое. Напротив нашего и так далее. Кто знает Волгоград, там такой островок. Значит, 2 трассы в разные стороны едут. И такой островок, парк, лесопарковая зона и кафе. Я тоже так пошла, села, взяла кофе, пишу, заметки делаю. Смотрю, мне угощения принесли какие-то. У вас нет других желаний, предпочтений? В общем, кружится вокруг меня. Я не могу понять. Я расплатилась, естественно, ушла. И в следующий раз, когда пришла, опять эта девушка подходит. Я говорю: девушка, послушайте меня, а почему ко мне какое-то такое пристальное внимание? И она мне так потихоньку так наклонилась, говорит: у нас директриса, говорит, просто она думает, что вы проверяющие. Я пришла, значит, заметки делаю, что там, чего, где грязно. Я улыбнулась, я ничего не сказала. Просто я немного испугалась, что меня там изобьют. Если узнают, что я никакая не проверяющая, просто, знаете, как там, значит, ты вот, пошла отсюда. Ничего не стала говорить, просто больше в это кафе не заходила. Не хотела пугать людей, чтобы у них стресс был. Так вот, в Волгограде набережные, летом всегда там летние кафе. И я сижу, пью кофе, подходит молодой человек, садится напротив. Мы с ним начали говорить обо всем. Он что-то сказал, спросил.
И я стала с ним разговаривать. Оказалось, что он развелся, жена полюбила другого, ушла с дочкой и так далее. И я просто объяснила ему, что рано или поздно она все равно будет просить алименты через суд и прочее, да? Значит, у тебя появляются и обязанности, и права. Ты можешь видеться со своей дочерью, она обязана, должна будет дать тебе увидеться. В общем, мы с ним поговорили, и он сказал: вы знаете, вот я сегодня хотел пойти и повеситься на полном серьезе. Я вот сейчас с вами поговорил, вы не случайно мне встретились. Я так и сделаю, как вы говорите. И он поцеловал мне руку и ушел. Таких случаев было очень много. Я к тому, что даже опасные моменты в моей жизни, они не просто так давались. Меня кидали в разные вот такие ситуации, видимо, чтобы я помогла людям и себе помогла, и опыта набралась. Я хочу рассказать вам 2 случая, не очень приятных. Это все вспоминать очень неприятно, мерзко. Не скажу, что это откровение, потому что откровение все-таки это твое личное, твоя жизнь. Ну, это тоже моя жизнь, конечно, но то, что со мной случилось. Вот это к тому, что будьте очень аккуратны и опасайтесь даже людей, которых вы знаете. Вы можете не знать, какую двойную жизнь они ведут. Это как в вампирской саге. Днем добропорядочный гражданин, ночью маньяк и убийца. У меня была подружка, я бы сказала, даже не подруга. Подруга это друг, это, ну, подружка. Мы с ней там иногда виделись куда-то в кафе, в ресторан куда-то ходили, очень редко. Она училась в нашем политехнике, я училась имени Серафимовича. Первый курс. Сколько мне там? 19 лет, наверное. Жизнь только началась, мы все такие умные, все знаем, все понимаем, нам море по колено, ничего не боимся. И однажды она мне сказала: давай пойдем с тобой в какое-то кафе, я не помню, Саванна, что ли, называлось. Такой ночной клуб, кафе, ресторан, что-то в этом роде. Мы пошли с ней, потанцевали. И родителей не было дома. У нее родители там преподаватели, кстати говоря, такие. Интеллигентная семья. И она говорит: пошли с тобой немного так прогуляемся, а потом пойдем ко мне ночевать. Ну, и я согласилась, мы с ней поехали куда-то. Да, вот провели время в этой саванне. И, наверное, ближе уже к 11, не очень поздно, вернулись домой, пили чай, разговаривали, и вдруг звонок в дверь. Пришел ее парень, Алексей. Такой высокий, такой, знаете, как... Он у меня ассоциировался с аистом. Он такой неуклюжий, такой вот высокий парень, худощавый, с длинными такими пальцами. Я что-то не очень люблю мужиков с длинными пальцами. Они все такие жестокие. Не знаю почему. Не то, что там красивые руки, мужество. Нет, вот эти вот длинные пальцы, вот такие тонкие длинные пальцы, они почему-то все такие вот... У них у всех склонность к этому маниакальному, к садистскому. Ну, пришли... Он не один, да, с другом. Сейчас не помню, как его, Игорь, что ли, звали. Ну, они пришли, сели, поговорили. Вы где там, что, откуда? Они сели, начали, значит,
о чем-то болтать, а он был немножко так подвыпивший. А я не очень люблю с пьяными людьми разговаривать. Я говорю: Оксана, я пойду спать. Вы там посидите, а я, говорю, устал. Хорошо. Она меня повела, значит, в комнату своей мамы, что ли, по-моему, или кабинет. И там был такой большой диван. Я прям так легла и одеяло накинула и легла спать. Я уснула, быстро уснула. И сквозь сон услышала, что двери закрылись. Ну, я подумала, значит, ушли, все. Она будет сейчас спать. И через некоторое время, значит, такой грохот. Что-то ударили об пол с такой силой, аж стены затряслись. Я вскочила и побежала, значит, туда, на кухню. Ну, в общем, зал, кухня, там, в ту сторону. Смотрю, у Оксаны жуткие глаза, она прижалась так в углу, на корточки так присела чуть-чуть. Рядом телевизор разбитый об пол, ну, валяется все. Включена, ну, лампа, не яркий цвет, то есть свет, но видно все, что там происходит. Потому что в прихожей свет горел, все. И этот подонок стоит с ножом, здоровым таким кухонным ножом, над ней вот так держит. А на ноже, значит, красная кровь. Кого-то ударили этим ножом. Я не сразу поняла. Я потом увидела, у нее с плеча, значит, кровь, все плечо красное вот так. Потому что у нее бордовая рубашка была, поэтому невозможно было отличить. Когда она встала и еле-еле так двигалась, я поняла, что он ее ножом ударил. И он повернулся ко мне. Я этого парня часто не видела, может, раза 4 до этого. Иногда он ее там провожал, иногда он там сидели, разговаривали где-то, шутил, такой весь веселый себя. Вроде такой добродушный. И когда он повернулся ко мне, я просто увидела какой-то, знаете, исчадие ада. Какое-то просто чудовище монстра. Лицо искаженное злобой. Он, видимо, либо забыл, что я там, о моем присутствии, либо у него то есть так крышу снесло, что он ни о чем больше не думал. Но он кинулся на меня, конечно, с этим ножом. Я отшатнулась, отбежала в ту сторону, закрылась в этой комнате. Но я понимаю, что если я закрываюсь в этой комнате, он сейчас Оксану там убьет просто. Зарежет этим ножом, естественно. Не стерпела, вышла оттуда. Он опять уже, значит, к ней пошел. Я начала говорить. Леша, что случилось? Что с тобой? Давай поговорим. Что у вас произошло? Почему вы в таком состоянии? Вот там не говорил, он мычал. Что-то там, ты ваша... Ну, в общем, оскорбление там и так далее. Я понимаю, что если я сейчас буду ему, да пошел ты, да кто ты такая вообще, это, ну, все, это мы живые отсюда не выйдем. Я начала, Леша, ну, давай, садись, ну, не нервничай, ладно, хрен с этим телевизором, ну, упала там, бывает. У всех бывают конфликты, ребята, все там ссорятся, мирятся. Мы же не будем сейчас из-за этого переживать, давайте поговорим и так далее. И он, в общем, начал обзывать ее, оскорблять. Оказалось, что он заревновал к другу. Он его выгнал. Не знаю, дрались они или нет, я не вникала. Но он выгнал его. А потом взял нож и кинулся на Оксану. И поскольку он ее ударил ножом, а она из-за своей дурости сказала, что она напишет на него заявление, его посадят, он решил, что мы живые оттуда не уйдем. Он уже сказал свой план, что он будет делать. Он сказал, я вас сейчас убью и сожгу квартиру.
Он это на полном серьезе намеревался делать. Мы просто видели, что он очень решительный парень. Вот. Я потихоньку подхожу к ней, начинаю ее поднимать и вижу, что у нее плечо прям красное все в крови. Ну, кровь идет, не останавливается, она уже теряет сознание, вижу, что ей нехорошо. Я боялась нашептать что-то, что он подумает, что я, не знаю, что-то говорю, что-то подсказываю ей. Он повернулся, он нож не выпускает, он ходит по комнате туда-сюда, мат-перемат, грязь, вы суки все, такие твари. Вам лишь бы с кем-то того, кроме вот этого больше ни о чем не думаете. Вас всех там перерезать надо. И так вот орет и ходит вот так вот по комнате, как тигр в клетке. Точнее, как шакал в клетке. Я ее держу. Значит, она уже, ей плохо. Я говорю: Лёш, пожалуйста, уходи. Я вызову скорую, потому что она умрет. Я скажу, что она порезалась, что она упала. В общем, разбила телевизор, порезалась. Выйди, пожалуйста, выйди. Просто уйди, и все. Нет, вы на меня заявите, я пойду сяду, я не хочу из-за вас сидеть. Вы на меня напишите заявление. Я говорю, никто ничего не напишет. Да и сейчас милиция такая, они ничем не занимаются, кому мы нужны вообще. Они даже не будут, вообще даже слушать нас не будут. Начала его уговаривать. Он отворачивается спиной ко мне. Я черчу на нем руны. Я не буду говорить, этот руностав. И вы знаете, я говорю, вот в эти все омуты меня с головой кидали не просто так. Я натурально начала видеть, как у него появляется страх. И вот эта решимость начинает переходить вот в такую трусость, жуткое состояние. И он вроде хочет что-то делать, идет, замахивается, поднимает вот так нож, вот так держит над нами и отходит. Одним словом, я говорю, да, я Оксану посажу на диван. Ей плохо. Хорошо. Он согласился, я ее так слегка подняла, положила, значит, на диван. И он отвернулся, он говорил, махал этим ножом, как этой указкой. Что-то там говорил, показывал. И в какой-то момент мне пришла гениальная идея в голову вырвать нож из его рук. И я накинулась на него, чтобы вырвать, и схватила за лезвие. Это у меня от этого лезвия линия жизни порезалась и поменялась в этот день. У меня до сих пор есть этот шрам. Даже не знаю, это будет заметно, но навряд ли. Навряд ли. Есть немножко, но это вы не поймете, что это рана. То есть очень давно это было. И он, конечно же, знаете, такое было ощущение, как с моим касанием все, что я на него этот морок наводила, все улетучилось к чертям. То есть я его коснулась, и это все обнулилось. Он нож мне, конечно, не отдал, но он накинулся на меня. Он схватил меня за рубашку, и когда я вырывалась, он порвал. У меня практически открылась грудь. Вот рассказываю, сейчас вот улыбаюсь, да, как-то иронично. Это такой вот способ, как бы, защитный. Но я врагу не пожелаю эти чувства в этот момент. Упала я на диван рядом с Оксаной. Он кинулся на меня с ножом и держит вот так. Я держу двумя руками его руку. Он уже приближает к шее вот этот нож. Двумя руками держу. Одной рукой он пытается меня зарезать,
а другой рукой кулаком бьет по лицу, по голове, вот куда попало. И вот я не знаю, я последние силы собрала, я чувствую, что я отключаюсь. Потому что удары такие сильные наносятся по голове, что я, уже мне плохо становится. Уже я как-то так обмякла. Я вот последние силы собрала и так сильно ударила ногой его в живот, или, может, в пах, не знаю, куда я попала. Состояние было не такое, чтобы, то есть сразу понять. И он аж замычал, значит, откинулся, упал, ударился. Ему стало плохо. Я думала, я его убила. И вот в этот момент я выбежала и позвала на помощь. Там рядом ребята были соседские. Они, значит, прибежали, пока я постучалась. Это было 1 или 2 ночи. Где-то в это время, точно даже не помню. Я пока стучалась, пока звонила, пока они в трусах выбежали, пока поняли, что происходит. Рядом не было соседей, мне пришлось спуститься на... Там 5-этажка, значит, они жили на 4 этаже, я на 3 спустилась. Рядом не было никого. Там какая-то бабка глухонемая какая-то жила когда-то. И все, вот их квартира. Большие квартиры, сталинские дома. И вот пока они со мной говорили, пока там что, как. Мы заходим, его нету. И ножа нету, и его нету. Только Оксана, вот ей в таком состоянии, она лежит. Вызвали скорую, увезли ее туда. Значит, я была до утра. Этот подонок, как оказалось, вместе с этим ножом убежал. Вышел, нож забрал с собой, чтобы улик не было никаких. Убежал, значит, пока я пошла, видимо, он пришел в себя, понял, там из криков. И он в подъезде спрятался. Вот мы зашли домой, я так предполагаю, потому что если бы он побежал вниз, мы бы увидели. Он где-то спрятался, вот такой продуманный. И мы, когда зашли в квартиру, он, видимо, тайком вот так потихоньку вышел и убежал. Скорая, туда-сюда. Не было тогда вот этих мобильных, чтобы... Были, но редко у кого, чтобы позвонить родителям. Они меня знали, утром приехали, я им, естественно, все рассказала. Этот Лёша уехал куда-то, скрывался. Хотели они на него завести дело, тем более, когда ножевые ранения сами вызывают полицию. Приезжал участковый, с нами говорил. Но потом это дело как-то так спустили на тормоза и ушло. Почему? Потом, как оказалось, что родители этого Лёши приходили к ее родителям, умоляли, просили. В общем, откупились они большой суммой денег, что он очень сожалеет, он сам не понимает, что на него нашло, он был пьяный. Пожалуйста, не купите его жизнь и прочее, прочее. Эти согласились, что я могу сделать. Больше они не встречались, конечно. Они сменились замки. Она на время уехала к тете в Краснодар. Потом мы с ней больше не встречались. Пару раз переписывались в Одноклассниках, и все. И пропала наша связь с ней. Сказать, что они там скандалы испугались, и так все соседи все узнали, что произошло. Но дело в том, что они встречались, и все знали, что они как бы должны пожениться. Это была пара. Это не было такой мимолетная какая-то связь, чтобы вот было позорно, что там кто-то пришел к ней или что-то случилось. Нет, это была пара, все знали, родители знали, между собой общались. Но вот он так сделал. Я бы, конечно, хотела бы, чтобы такой человек сидел. Потому что эти люди опасны для общества. И человек, который такое сделал, он еще не раз сделал. Причем я помню, что он говорил о своих планах, что я, значит, с вами покончу и сожгу квартиру. Понимаете, он продуманно, он же все продумал до деталей. Значит, он сидел с ними за столом,
Он уже продумывал в голове, что будет делать, как все это сделать. И если бы я не ударила, и он бы не ударился головой об эту дверь или что там, об стену, я же не помню. Ну, там дверь была, косяк. Об косяк ударился. Если бы он не потерял сознание, я не вышла просить о помощи, он бы нас просто по очереди... Она уже умирала. Она уже... Все. Если бы там скоро не приехала в течение минут 15, ее бы уже не было. А я, естественно, тоже не помеха для него. Двухметровый мужик, физически сильный, с ножом. Что я буду делать? Ничего. Так что, друзья мои, будьте предельно осторожны. Даже с теми людьми, кого вы знаете. Потому что мы не знаем, что в голове у человека. Он может очень долгое время притвориться хорошим. Потом мы узнаем, что он такой был монстр. Ведь жизнь маньяков и серийных убийц, родственники же не знают об этом. Они с ними проводят праздники. Смотрите семейные фотографии Чикатило. Какой он хороший, добрый, любящий отец, дед. Все счастливы, все обнимаются. Счастливая семья и родня. И что? А в итоге кто он был? Его вторая жизнь была какая? Я уверена, что этот Леша еще не раз так избивал жен, может быть, 100 раз уже развелся, и, может быть, и ножами кидался, а может, он уже и сидит. Кто его знает? Уверена, что так. Не заканчивается одним разом. Вот он неправильно... Вы знаете, может человек выйти из себя, разозлиться, неправильно себя вести, особенно в молодости, ударить, кинуться там, оскорбить, обматерить, уйти, обидеться. Но когда он ножом ходит и просто он поставил цель вас зарезать и дом сжечь, извините меня, это уже не ошибка и не молодость, это продуманный маньяк. Причем продуманный, смотрите, как он убежал. Он убежал тайком. Он сбежал сразу. И нож забрал. Чтобы не могли сказать, ну, это их нож был, их кухонный нож. Он же не с собой принес. Но он забрал. Видимо, где-то выкинул. Он, наверное, думал, что если он это сделает, то никто не докажет, что это он ударил. Вот, собственно, так. Вторая история не менее страшная, хотя там ножами не кидались, но там было моральное насилие, что еще страшнее или не менее страшно. Когда я расписалась с человеком ради того, чтобы мой ребенок имел фамилию, я о нем заботилась. Более того, отдавала его долги бесконечные. Не понимаю, как, сидя в тюрьме, можно долги собрать, но собирают эти люди какие-то долги там. Он не был картежником, он не был там... Один раз в жизни играл, и то рассказывала, чем это закончилось для нас. Ну, я не знаю, на что-то он там брал долги. И, в общем, у него был очень хороший, близкий друг, как ему казалось, цыган по имени Ян. Прям как в песне «Люблю цыгана Яна». Ян. Жена была русская. У нее от первого брака была дочь. От другого человека. И от него тоже дочь. Он сначала сидел. Когда я поехала на свиданку, мы там познакомились. И с ней, и с ним там сидели, общались. Потом она начала мне звонить, уже эти сотовые появились. Вроде нормальное общение человеческое. Пригласила меня один раз на день рождения. Потом, когда он вышел из тюрьмы, этот еще сидел, меня пригласили на эту вот гулянку, все такое. Я с подарком поехала туда. Все там меня, ой, ты на нас похожа, ты на цыганку похожа, ты такая вся, в общем, кружились вокруг. И что-то там у них пропало, и я, в общем, посмотрела и сказала, где что лежит и как, кто это сделал и каким образом.
Они все переглянулись, и брат этого Яна мне говорит: слушай, ты не хочешь работать? Я тебе могу офис открыть там в Волгограде. Я говорю: нет, спасибо, я такие вещи не люблю. Офисы там эти, салоны. Я говорю: мне это дано, и я как бы это умею, знаю. Никакие офисы я не хочу никуда. Ни с кем работать и ничего. Ни о чем. Ну, в общем, они увидели талантливого в этом отношении человека и могли оторваться. Перевели все это на шутку. Потом я узнаю, что мне так намекнули, что вот он у Яна брал деньги, в общем, какой-то долг и прочее. Ну, это мы друзья, ничего страшного, не думай, не переживай, просто говорю. Я говорю: а какого вообще он брал долг? Чего ему не хватает и сколько там долга? Ну, в общем, определенная сумма, немалая сумма, и не сказать, как, знаете, там космическая, ну, так вот. Немалая, особенно когда я с ребенком сидела и вообще работала, конечно, но не на официальной работе, а просто писала там эти дипломные, курсовые писала, иногда замещала кого-то в школе. Не такие были возможности. Но я начала думать о том, что долг надо отдавать людей. Раз намекают, значит, некрасиво как-то. Мы как-то идем, они меня забрали на рынок, якобы поехали все вместе на рынок. Сейчас мне сестра там что-то должна купить и подойдет. Я сижу в машине, жду. Пришли, быстро поехали. Но я не совсем поняла, наивный человек, понимаете, когда ты далек от таких вещей, ты же не задумываешься, что, чем занимаются люди. Смотрю их фотографии. Вот это брат Яна, это его жена. Значит, они там в Сочи отдыхали. И я смотрю фотографии, и я не вижу там цыганку, которая одета в традиционные. И не воспринимайте это как желание как-то опорочить этот народ. Абсолютно нет. Среди них тоже есть нормальные, достойные люди, есть артисты, есть ученые, есть актеры. Нормальные люди тоже, их немало, на самом деле. Но очень много и таких, понимаете, людей. И они одеты, знаете, как очень современно. В общем, они... Ой, здесь они там себя называли абхазами. Ой, здесь они за грузин себя выдавали. И я не могу понять, почему они здесь за грузин выдавали, здесь еще за кого-то. Они ехали туда, как семья абхазов, грузин, якобы отдыхают. Это я потом поняла. И вот так вот поехали пару раз на рынок, туда-сюда. Ну, я работаю, как бы, дружу с этими людьми, иногда еду, узнаю, что и как. Хотели там амнистию какую-то подать, в общем, на него что-то еще. Не амнистия, неправильно сказала, УДО. Раньше времени, чтобы вышел. Вот сейчас мне кто-нибудь сказал бы: нахер тебе это нужно было вообще? УДО ходить, узнавать, писать там какие-то заявления, куда-то что-то просить, что-то там кому-то платить, чтобы эти какие-то что-то... Все они освобождались, приходили ко мне, я их одевала, обувала, давала денег, и они уезжали. Всех ко мне отправлял этот человек, всех. Не только я его содержала, но и всех, всю эту зону. Всем надо было помочь, всем надо вообще... Мне вот это надо было вообще, вот зачем это мне было нужно? Почему я ни разу не сказала: слушай, ты, я мало того, что твои нужды все вот эти все удовлетворяю, так еще и каких-то зэков ты ко мне направляешь, вот приезжайте, там моя жена вам поможет. Они едут, я с ними еду на рынок, их одеваю, обуваю, даю денег, покупаю билеты, до свидания. Ну не дура, вот, ну что еще? Ну молодость, это такая тупость. Я вот сейчас думаю, ну вот я в жизни бы такие вещи сейчас не сделала. Я вообще послала бы на 3 буквы. Да кто они мне вообще такие? Кто они? И
Кто будет это помнить? И зачем мне это надо? У них свои родные, близкие, вам пусть позвонят и помогают им. Что это такое? И вообще нормальные мужики приезжали бы вот так вот к женщине, которая должна их одеть, обуть и отправить домой. Так у вас же есть какая-то хрень там при освобождении, волчий билет называется. Что ты имеешь право значит, в определенное время на какую-то там сумму рассчитанную билет купить, чтобы доехать до дома. А государство вроде дает такую возможность. Так вот, я приезжаю домой к этой Лене, и ее мама, которая ко мне очень хорошо относилась, она говорит, иди сюда. Да они куда-то уехали, она мне, иди сюда. Я говорю, а что случилось? И она мне говорит, слушай, ты вроде умная женщина. Я так смотрю, ты или дура, или, блин, не понимаешь. Я говорю, вы о чем? Ну, что имеете в виду? Она говорит, сейчас я тебе покажу, что я имею в виду. Она приносит мне огромную такую сумку, как такой мешок. И переворачивает прямо передо мной на столе. И что там выпадает, по-вашему? Телефоны, кошельки, часы. Она говорит, знаешь, что это такое? Я говорю, я не знаю. Может, торгуете вы этим всем. Кто торгует, она мне? Ты вот вчера была с ними на рынке? Я говорю, да. Вот это ваша добыча. Я говорю, в смысле, моя добыча? Ну ты где? Ты с ними ходила, что ли? Я говорю, нет, я в машине их ждала. А ты знаешь, что если вас всех поймают, им будет неинтересно, ты в машине их ждала или ходила с ними? Меня как будто, на меня как будто кипяток вылили, меня прям затрясло. Вот до кончиков пальца затрясло. Вы знаете, я даже не знаю, как объяснить эту ситуацию. Мне стало так омерзительно, я себя почувствовала такой грязной, просто грязным существом, которых на земле еще поискать. Я говорю, вы серьезно говорите? Я тебе еще раз скажу, она говорит, еще скажу. Так вот, Ян говорит, вот тебя возили туда не просто так. В следующий раз тебя научат и заставят это делать. Я говорю, меня заставят делать? Да, потому что ты им должна. Они сказали, что твой муж там какие-то деньги задолжал. Я говорю, вы сейчас вообще не шутите? Ну вот на днях ты сама узнаешь. Вы знаете, мне стало плохо. Я себя почувствовала соучастником преступления. Я, конечно, не знала, что происходит и чем они занимаются. Но одно то, что я присутствовала в этой машине, сидела, почему они меня возили туда, я даже не понимаю. Я не понимаю, может быть, просто возили, чтобы не было никакого подозрения, что вот, ну, я вроде нормально выгляжу, одета. Я не знаю, почему. И я просто, мне стало плохо. Я дождалась их. Дождалась и говорю, я не поняла, вы что, меня хотели воровкой, что ли, сделать, карманницей? Я говорю, вы серьезно полагаете, что я такой человек, я на такое способна? И он мне говорит, а чё, блин, ты что, не сделаешь, что ли? Ты знаешь, как я хорошо кости ломаю? Он мне говорит. Я говорю, мил человек, если ты еще раз ко мне подойдешь вообще за километр, я не знаю, что я с тобой сделаю. Я говорю, чтобы я вас больше в жизни своей не видела. Встала и выхожу, и он мне... А деньги? Я говорю, а деньги я тебе принесу на днях. Я поехала домой, вот сгребла все, что у меня было. Взяла, пошла на этой книжке. Какие-то деньги были детские, приходили, в общем, она там накопилась. Вот до последней копейки эти деньги отвезла и отдала им. А им деньги были не нужны. Им нужны были люди, которых они будут использовать в этом всем. Понимаете? И он мне начал угрожать.
Ну, говорит, своего ребенка теперь береги. А я хочу сказать вам одну вещь. Любой человек, который угрожал моему ребенку, вот, вот с этого дня в его жизни все хорошее заканчивалось. Мне не надо было даже что-то делать. Может, потому что не может, а так и есть. Потому что мои предки берегут моего сына. Он продолжение моего рода. И я сказала, да чтоб ты захлебнулся своим ядом. Вот так в лицо сказала и ушла. Его жена там крикнула вслед, бежала за мной. Подожди, подожди. Она испугалась меня, вот этих слов. Потому что несколько раз она была свидетелем того, что происходило. И вот она немножко перепугалась. Я не стала даже оглядываться. Я говорю, идите нахер, воры, твари, блин. И пошла. Я приехала домой. Я заболела. На этой почве. Понимаете, вот эта вот совесть человека, который не способен никогда такое делать. Меня мои друзья звали к себе, просили там посидеть, если у них, там, например, там большие компании и так далее, чтобы я там присутствовала, когда они выходят, заходят, потому что не всегда доверяли, чтобы дома ничего не пропало, я там сидела, смотрела. Меня звали, меня тетя моя звала, потому что у нас были родственники такие, ну, не по крови родственники, а там сватя и прочее. У них дети такие, любили такие вещи делать. Что-нибудь стащить, что-нибудь свистнуть. И я была... Они знали, что мне доверяли квартиры. Я заходила, поливала цветы, кошек кормила. Никто в жизни не сказал бы обо мне такое. Мне один раз, значит, чужая посылка мне пришла. Вот, ну, отправили похожей фамилии. Так я на почту поехала, спрашивала, чья, что, оставила свой номер. Они мне позвонили потом, когда эта девушка пришла за посылкой. Она со мной связалась, я пошла на станцию метро, ей передала это, то, что ее было. Фамилии одинаковые, и мне они, не глядя, дали, потому что я часто посылки брала. Я ночью не спала, пока она мне позвонит, чтобы я передала. Думаю, вдруг я куда-нибудь поеду и не передам, это же не мое. И тут, оказывается, понимаете, я невольный свидетель вот таких вещей. Я заболела. Мне казалось, что мне будет, просто, я не знаю, из этой депрессии я не выйду. Очень сильно мучилась, очень сильно себя винила, что я вообще с этими людьми связалась. Я загрязнилась об этих людей, понимаете? Вот мы думаем, что, ну, какая разница, мы же не в ответе за чужие поступки, да. Но когда ты соприкасаешься с такой грязью, ты тоже пачкаешься, и в твоей жизни происходят нехорошие вещи. По той причине, что у этих людей очень много вот этой бесовщины за спиной. Они воруют, они обманывают, на них чужие слезы, понимаете, чужая боль. Это целый груз на этих людей. И ты, если с ними там дружишь или просто разговариваешь, общаешься и так далее, ты считаешь, что это все на тебя тоже перекидывается. И твоя жизнь тоже начинает ломаться, крушиться, потому что ты с ними имеешь какой-то контакт. У меня просто было такое отвращение к себе, что я не насторожилась. Теперь понимаете, почему они где-то грузинов играют, где-то абхазцев, где-то еще кого-нибудь? А потому что если они скажут, кто они по нации, навряд ли там рядом с ними кто-то там будет сумки оставлять или дружить. Они дружат с людьми, входят вот такое вот в доверие с туристами, еще с кем-то. А потом, значит, их грабят, я не знаю, каким образом. Может, там перемешивают что-то в напитке, или как это происходит. И они, значит, спокойно живут, эти люди. Спокойно там заказывают банкетный зал, пляшут,
дети, не знаю, семьи. Нормальная вещь. Никто не видит в этом ничего плохого. То есть, ну и что, ну работа. И сидят и рассказываете постоянно. Вот на Украину мы поехали, этот гаджо там. Вот мы когда работали там на том рынке, когда работали, ну работали на рынке, я думаю, ну продают люди. Вроде они золотом занимались еще. Ну продают, наверное, шубы продают. На рынках там этих работали мы когда... О, боги, когда я поняла, что это за работа, кто они такие, что вообще, с кем я связалась, у меня волосы дыбом. Мне дома, что с тобой? Что-то с тобой нехорошо. Я говорю, нормально. Я не могла себе простить, хотя я там вообще ни при чем, но я не могла себе простить, что я часть этой грязной истории, понимаете? Проходит месяца 3. Я пошла на рынок покупать какие-то вещи, не помню, халат, что ли, хотела. Волжский рынок, центральный. И вдруг меня зовет кто-то по имени. Я повернулась, конечно. Бежит вот Лена, его жена. Я как увидела, у меня такое отвращение. Я отвернулась и пошла. Я говорю, твою мать, я не хочу тебя видеть даже. Она подбегает. Ну подожди секунду, пожалуйста. Ну что ты там обижаешься? Подожди, мне нужно с тобой поговорить. Я говорю, что надо еще? Деньги ваши я вам отдала. Все, отвяньте от меня. Она говорит, ты знаешь, что Ян, говорит, утонул. Я поэтому за тобой и побежала, что ты ему сказал вот это слово. Чтоб ты захлебнулся своей желчью. Я говорю, да ты что, желчью, что ли, захлебнулся? Она, нет. Он на Волге, пьяный за рулем, сиганул в Волгу. Понимаете? Вот каламбур. На Волге Волга упал. Там ребята какие-то шашлыки жарили, все там туда-сюда. И вот сказали, что там какой-то мужик, в общем, на Волге упал в Волгу. Он упал туда и не смог выбраться из машины и умер. Ну, утонул. А теперь пусть много раз подумают те, кто проклинает моего ребенка или там пытается, не знаю, или желает ему смерти, или угрожает. Как его охраняют. И мои слова, меня аж прям затрясло. Он захлебнулся, действительно. Это не легкая смерть, страшная смерть на самом деле. Но не только из-за меня. Просто я так поняла, что Вселенная вот приводит меня к тем людям, или этих людей приводит ко мне, когда вот чаша терпения уже наполнена, переполнена, и вот выливается, в этот момент они встречают ведьму. И это последняя капля капает сверху, когда они ее обижают. И все, и начинается расплата. Расплата за слезы тех людей, обманутых. Еще там за что он сидел, он что же не святоша. Разбой, там чего только не было. Друзья мои, вот слушайте умных людей, которые поумнели со временем. И учитесь на чужих ошибках. Не повторяя их. Не буду сейчас читать нотации, что и как. Но из моего рассказа, мне кажется, вы вынесете урок. Иногда вот эти слова Омара Хайяма, уж лучше голодать, чем что попало есть. И лучше быть одним, чем рядом с кем попало. Много раз думайте. Не игнорируйте определенные приметы. Очень хорошо исследуйте жизнь тех людей, с которыми вы дружите. Узнавайте о них, кто они, что они, чем они известны. Бывают люди, сидят всякое, от сумы и тюрьмы не зарекайся. Но за что сидел? И почему? Это очень много значит. И многое другое.
Желаю вам всем удачи, берегите себя и всех благ.